Война. День 335. Ситуация на фронтах. Российский Генштаб на полном серьезе заявляет о уничтожении 372 украинских самолетов, 7537 танков и боевых бронемашин, 980 реактивных систем залпового огня, 3841 орудии и 8066 машин. Суммарно это техника на 23 армии, 4 фронта или 4 группы армии вермахта, если сопоставить со Второй мировой. Удивительно, почему, имея такое количество оружия, Москва не была взята за 3 дня. Видимо, только благодаря гениальным российским полководцам, которые в маршевом порядке отправили свои колонны по дорогам, дабы сдержать столь сильную армию. Альянс Свободы. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон сообщил, что Швеция передаст Украине 50 боевых машин пехоты CV-90 вместе со 109 БМП Брэдли, 40 Мардер и сотней страйкеров. Это довольно внушительное усиление вооруженных сил Украины и может оказать ощутимое влияние на фронт. БМП CV-90 – это современная бронемашина на гусеничном шасси, которая начала поставляться в армию Швеции в 1993 году. Броня БМП способна выдержать снаряды калибра 30 мм. Это как раз тот калибр, который стоит на российских аналогах. CV-90 оснащена 40-мм автоматической пушкой с бронепробитием 50 мм под углом 60 градусов, что гарантированно пробьет броню любой российской БМП и БТР. Восток. Россияне продолжают обстреливать приграничные районы Черниговской, Сумской и Харьковской области. В районе Сватово российские войска атакуют Новоселевское, где появились кадры их присутствия в восточной части села, а значит, оно сейчас спорное. В районе Кременной россияне атакуют украинские позиции, дабы оттеснить их от города. Бои сейчас идут в лесу между Кременной и Дебровой. На правом берегу Северского Донца захват россиянами Солидара создает угрозу снга для украинских войск, удерживающих Белогоровку, Спорное и Верхнекаменское, оборонять которые стало сложнее. Продолжаются бои на окраинах Бахмута, а Клещеевка на юге, судя по всему, захвачена россиянами, так как появились кадры боев на высоте западнее, где присутствовали россияне. Правда, по результатам этих боев живых россиян на высоте не осталось, что также подтверждалось этими кадрами. Уничтожились они артиллерийским огнем, поэтому высота в районе Клещеевки пока считается ничейной. Российские войска предпринимают большие усилия, дабы выйти на трассу Н-32, по которой осуществляется снабжение Бахмута. В районе Авдеевки продолжаются ожесточенные бои, но продвинуться у россиян не выходит. Марьинку продолжают стирать с лица земли, беспрерывно обстреливая город из артиллерии и РСЗО, в том числе термобарическими боеприпасами ИС-101. Но несмотря на это, российские войска так и не смогли захватить Марьинку. На запорожском направлении, несмотря на продолжающиеся заявления россиян о их широкомасштабном наступлении, ничего подобного пока не наблюдается. Да, атаки есть, но они отбиваются, а количество атакующих пока точно не тянет на широкомасштабное наступление. Так что пока это больше выглядит как информационная операция, быть может с целью оттягивания внимания и сил от других направлений. Игорь Райков, с которым у меня выходило видео о восстановлении Украины, сейчас на фронте оператор БПЛА, и им в подразделение необходимы мавики, так как их сильно часто сбивают, и он организовал сбор. Если у вас есть возможность помочь приобрести эти дроны, ссылку на банку я оставил в описании. Спасибо за просмотр, буду также благодарен, если вы поддержите видео лайками, адекватными комментариями и подпиской.